При виде монитора первое, на что обращаем внимание, это его размер, форма, диагональ и соотношение сторон. Мониторы 5х4, 4х3 и 16х10 ушли в прошлое и на вторичный рынок. Сегодня балом правит 16х9 и его ультравайд друг 21х9, а в качестве альтернативы двум мониторам существует 32х9. Ультраширокие мониторы подходят не всем уверенным пользователям ПК, следует хорошо обдумать, нужен ли вам такой. Самым большим спросом среди мониторов 16х9 пользуются диагонали 24, 27 и 32 дюйма. Первая как минимальная для комфортного времяпрепровождения за компьютером, вторая как адекватный выбор, третья для тех, кто любит побольше. Самая распространенная для соотношения 21 к 9 – 34 дюйма. Сложно представить размер своего будущего монитора. По секрету скажу, что диагональ листа А4 примерно 14 дюймов. Существуют две формы мониторов – плоские и изогнутые. Преимущества последних бескорыстные маркетологи распишут во всех красках, например, такое, как максимальное погружение в игры и фильмы. Спорить с этим утверждением не стану, отговаривать от приобретения тоже. Если нравятся изогнутые мониторы, то кто вас остановит? Значение изогнутости варьируется от 4000 до 1000 R. Смотрим на монитор сверху, строим дугу, достраиваем ее до окружности. Радиус этой окружности в сантиметрах и есть значение изогнутости. Чем меньше, тем более изогнутый. Самое важное в мониторе – матрица. Ее разрешение, количество пикселей по горизонтали, умноженное на количество пикселей по вертикали. Больше разрешения, четче и детализирование изображения. Наиболее популярные разрешения для мониторов 16х9 – это Full HD 1920 на 1080 пикселей, 2К 2560 на 1440 пикселей и 4К 3840 на 2160 пикселей. Ультраширокие мониторы в основном имеют разрешение 2560 на 1080 и 3440 на 1440 пикселей. Лучшие соотношения разрешения к диагонали это Full HD 24 дюйма, 2К 27 дюймов и 4К 32 дюйма. Детализация мониторов с разной диагональю и одинаковым разрешением, и наоборот, будет разной. Все дело в PPI, плотности пикселей на дюйм. У современных мониторов она колеблется от 70 до 200. Самое важное – тип матриц и как в них устроен каждый пиксель. Матрица TN. Каждый пиксель состоит из 3 субпикселей и имеет благодаря цветному фильтру красный, синий или зеленый цвет. За цветным фильтром расположена структура, состоящая из двух поляризационных фильтров, двух электродов, слоя жидких кристаллов и светодиодной подсветки. Поляризационные фильтры расположены перпендикулярно и не пропускают свет, а чтобы его пропустить, то есть преломить, жидкие кристаллы скручены. Когда подается напряжение на электроды, кристаллы раскручиваются и не пропускают свет. VA. Каждый субпиксель также разделен на несколько отдельно управляемых ячеек. Когда подается напряжение на электроды, кристаллы располагаются под углом и свет проходит. При отключении питания кристаллы выравниваются и свет не проходит. Большинство изогнутых мониторов обладают VA-матрицей. IPS. Электроды располагаются только за жидкими кристаллами. Это позволяет точнее управлять их движениями. При подаче напряжения кристаллы поворачиваются и свет проходит. Битый пиксель, когда что-то пошло не так. Дело в том, что каждым пикселем управляют транзисторы, и если он сломан, пиксель может не светиться, постоянно светиться одним цветом или иметь неправильный оттенок. Благодаря транзисторам каждым пикселем можно адресно управлять. Название слоя транзисторов есть в каждой жидкокристаллической матрице любого монитора – TFT. И будьте аккуратны, производители официально установили допуск на некоторое количество битых пикселей так, что даже новый монитор может быть сюрпризом. OLED – матрица на органических светодиодах. Под цветным фильтром структура из электродов, катода и анода, между которыми излучающие и проводящие слои. Когда подается напряжение, излучающий слой становится отрицательно заряженным, а проводящий – положительно. На проводящем слое образуются положительные дырки, которые переходят в излучающий слой и контактируют с электронами. От этого возникают вспышки. Из-за высокой частоты вспышек мы видим постоянный свет от диода. Наиболее очевидная разница между TN, VA, IPS и OLED заключается в углах обзора. Угол обзора – это максимальное угловое расстояние от взгляда перед экраном мертвой точки до взгляда со стороны без существенного изменения яркости и цвета. У TN, даже с дополнительным фильтром фильм, они ужасны. Цвет и контрастность меняются при малейшем отклонении от мертвой точки, особенно по вертикали. У современных VA и IPS отличные углы обзора, однако IPS оставят лучшее общее впечатление. У VA больше изменения контрастности и зачастую неравномерная подсветка. OLED имеет лучшие углы обзора, конкурировать с которыми могут только самые качественные IPS. Яркость. Она не зависит от типа матрицы и у современных мониторов лежит в пределах 250 тысяч нит. Нит – одна кандела на квадратный метр. Это яркость одной восковой свечи в коробке метр на метр. 250 нит достаточно для любого закрытого помещения, и большинство мониторов обладают такой яркостью. Контрастность – это отношение самого белого цвета, который может отобразить монитор, к самому черному. На практике, чем выше контрастность, тем темнее черный и четче картинка. У TN в среднем 850 к 1. Стандартная контрастность
IPS 1000 к 1, у VA 3000 и более. Контрастность OLED достигает бесконечности. Опираться на яркость и контрастность при выборе монитора не стоит. 250 нит и контрастность 1000 к 1 этого будет достаточно для любого адекватного человека. TN-матрицы уже морально устарели, а OLEDов мало, стоят как крыло самолета, и со временем органические светодиоды выгорают, так что выбор остается между VA и IPS. Разрядность матрицы, она же глубина цвета. Самые распространенные 8-битные. В такой матрице каждый субпиксель дает 2 в 8 степени оттенков, 256, а субпикселей 3, значит общее количество цветов будет 256 в кубе, 16,8 миллиона. Это и будет количество цветов, которые может отобразить матрица. Соответственно, дешевые 6-битные могут отобразить 262 тысячи, а профессиональные 10-битные 1 миллиард цветов. Также существуют псевдо-8 и 10-битные матрицы. Они используют FRC, увеличение количества оттенков за счет покадрового изменения яркости субпикселя. Глаз в итоге воспринимает это как один цвет, благодаря чему создается иллюзия нового оттенка. При помощи FRC 8-битная матрица может отобразить миллиард цветов, а 6-битная 16,2 миллиона, пусть и не совсем честных. Битность матрицы напрямую влияет на цветовой охват. В 1931 году Международной комиссией по освещению была представлена цветовая модель XYZ, которая отображает все оттенки, которые способна увидеть наша сетчатка. На сегодняшний день она разделена на стандарты sRGB, DCI-P3, Adobe RGB и Rec 2020. Цветовой охват – это какую часть этого стандарта может отобразить монитор. Большинство контента создано в и для sRGB, поэтому мониторы со 100% покрытием этого стандарта будут отличным выбором для большинства юзеров. Минимальная разрядность матрицы, чтобы отобразить большую часть sRGB – 6 бит плюс FRC. DCI-P3 – стандарт для цифровых кинотеатров, который постепенно становится общим вместо sRGB. Adobe RGB – стандарт, охват которого важен для печати и профессиональных задач. Rec 2020 – все оттенки расширенного динамического диапазона. HDR – он делает изображение реалистичным. Однако HDR-контента мало. Ни одна матрица не может охватить Rec 2020, а бюджетные матрицы лишь испортят картинку, так как имеют малый охват, яркость и контраст. Так что при выборе монитора на поддержку HDR можно не обращать внимания. Как и не стоит обращать его на QLED – квантовые точки, которые являются лишь дополнительной изменяемой подсветкой IPS-матриц. Перед покупкой любого монитора следует обязательно ознакомиться с тестами, где показаны цветовые охваты. Наружный слой экрана имеет матовое, полуматовое или глянцевое покрытие. Какое выбрать? Да какое вам больше нравится. Кроме матрицы, в мониторе существует еще 3 основных элемента. Блок питания, лицевая панель управления и главная плата, состоящая из процессора и скалера. Последний обрабатывает данные о каждом пикселе от компьютера и выводит его на матрицу. Процессор управляет скалером, блоком питания, а в частности подсветкой. В процессоре находится тактовый генератор, который задает частоту обновления экрана. 60, 75, 144, 165 и 240 – это герцовки большинства современных мониторов. Больше частота, плавнее картинка, меньше рывков изображения, если кадры сильно отличаются. И разумеется, компьютер должен отрисовывать нужное количество кадров. Для игр стоит рассматривать мониторы от 144 Гц. Видеокарта для подготовки одного кадра тратит определенное время, фрейм-тайм, и не всегда оно одинаковое, так как нагрузка в разных сценах разная. А монитор не спрашивает, он отображает строго с определенной скоростью. Из-за этого могут возникать подвисания, рывки и страдает плавность картинки. Эту проблему решают синхронизацией. Вертикальная синхронизация принуждает видеокарту отрисовывать количество кадров, равное частоте обновления. Но вот незадача. При просадках частота кадров падает на кратные значения. Так еще вместе с этим увеличиваются задержки, с которыми обновляется состояние игры, дополнительный input lag. Но переживать не стоит, ведь почти все игровые и не только мониторы обладают адаптивной синхронизацией. G-Sync у Nvidia и FreeSync у AMD. Она ограничивает частоту обновления монитора, а не наоборот. В итоге мы получаем плавную картинку и без input lag. Связанный с частотой пункт – время отклика. Это период, который требуется пикселям экрана для изменения цвета после получения соответствующей команды. Производители обычно указывают время переключения между оттенками серого G2G, которое происходит быстрее, чем между основными цветами RGB. Да и GTG не всегда указывают честно. Выбирая монитор с высокой частотой обновления, смотрите, чтобы время отклика у него было минимальным. Как можно подключить монитор? Существует 2 типа передачи данных на монитор – аналоговый и цифровой. Первый отправляет непрерывный сигнал, второй – биты. На грани актуальности находятся 2 аналоговых интерфейса – VGA и DVI-A или I. Full HD 60-75 Гц – их предел. Цифровые представлены 4 интерфейсами – DVI-I или D с лимитом в 2К и 60 Гц, HDMI DisplayPort, пределы которых зависят от версии, и USB-C. На этом все.